Космос называют по-разному. Темным, мрачным и опасным местом без конца и края. Или озаренным ярким светом звезд прекрасным миром, полным удивительных событий. В культовом сериале «Звездные войны» необжитые небесные территории считают диким космосом. Он непредсказуем, богат загадочными явлениями, выдающимися гравитационными полями, потрясающими звездами и безумными аномалиями. Каждое из этих определений по-своему верно. В космосе есть практически все. У него такие просторы, что, казалось бы, места хватит всем небесным телам. Тесниться не нужно. Однако галактики, звезды, планеты и даже их природные спутники зачастую создают очень странные альянсы или вступают в союзы, которые иначе как дикими не назовешь. Как вам звезды в компании с черными дырами или планеты буквально в обнимку с пульсарами? Недавно звезда С-29 устроила нечто подобное в центре Млечного Пути. Она на безумной скорости 8740 км в секунду промчалась прямо под носом у черной дыры стрелеца со звездочкой. Всего в 90 раз дальше, чем Земля от Солнца. И ничего, осталась целой. Но эти галактические гонки были очень короткими, а некоторые небесные тела навсегда выбирают себе подобных компаньонов. Как им живется в экстремальных союзах? Мы посвятим наше космическое путешествие выяснению их секретов. Вселенной есть чем нас удивить. Так что быстрее отправляемся в путь. До первой остановки далеко лететь не придется. Мы затормозим у Сатурна, еще раз как следует полюбуемся его великолепными кольцами и присмотримся к ним внимательнее. Все кольца представляют собой микроскопические частицы и целые глыбы размером от песчинки до двухэтажного автобуса. Они в основном состоят из льда с примесью силикатов, железа и органических соединений. Об этих уникальных структурах ходят настоящие легенды. Но мы обратим внимание на вполне реальное, подтвержденное астрономами явление. Оно раскрывает перед нами очень странный космический союз. В кольцах Сатурна прячутся настоящие спутники ледяного гиганта. Их, например, мы сможем увидеть в двух зазорах, а именно в щелях Келлера шириной 35 км и Энке в 325 км. Предполагается, что эти щели прорвали именно крошечные спутники. Недавно астрономы с помощью инфракрасного телескопа обнаружили у планеты еще одно огромное внешнее кольцо. Его назвали Фебой, как и ближний спутник Сатурна. Феба расположена на расстоянии 3,7, 11,1 миллионов километров от планеты, наклонена на 27 градусов по сравнению с остальными и вращается в противоположном направлении. Это гигантская структура, в которой может поместиться миллиард таких планет, как Земля. Кольцо настолько разреженное, что мы можем пролететь сквозь него, не встретив ни единого обломка на своем пути. Космический аппарат НАСА Кассини увидел рождение в этом кольце небольшого ледяного объекта, который может быть новым природным спутником Сатурна. Диаметр небесного тела не превышает 5 километров. Однако он представляет собой потрясающее зрелище. Подлетев поближе, мы увидим его как некий сгусток материи, который сияет ярким светом в окружающей среде. Открытие подобных спутников ученые считают очень важным, поскольку с их помощью больше узнают о формировании колец Сатурна. Но как среди них возникают луны, пока исследователи не могут дать однозначный ответ. Однако для спутников это наверняка очень опасная среда. Камни и огромные глыбы, из которых состоят кольца, в любой момент могут сбить эти спутники с орбиты и отправить в скитание по пространству. В открытом космосе подобные луны рано или поздно могут вступить в новый, еще более экстремальный союз. Например, с астероидами. Астрономы уже обнаружили немало огромных небесных камней, у которых и есть собственные спутники. Некоторые из них попали в поле притяжения астероидов и стали вращаться вокруг них по постоянной орбите, а другие откололись от родительской скалы. Но чтобы космическую глыбу сопровождали сразу несколько спутников, еще недавно астрономы считали подобное развитие событий невозможным. Астероид, в конце концов, даже не карликовая планета. Это просто небесный камень,
который блуждает по космосу, и кажется, что его гравитации едва хватит для удержания одного спутника на своей орбите. Однако были найдены астероиды с 2 лунами, которые разбили подобное представление. Еще сильнее картину изменил астероид главного пояса Электра с продолжительностью вращения на орбите в 5,5 лет и диаметром 200 километров. Это редкая углеродная скала, которая поглощает солнечный свет и плохо видна астрономам. Но она уникальна не своим составом, а количеством природных спутников на орбите. Первый удалось обнаружить в 2003 году, второй – в 2014. И только в конце 2021 года нашли третий. Он в 15 тысяч раз тусклее астероида. Его свет легко теряется на фоне Электры. Астрономы отмечают, что для спутников такие союзы очень опасны. Астероиды нередко сталкиваются между собой, врезаются в планеты или же пролетают мимо них на очень близком расстоянии. Подобные события могут легко сбить с орбиты, либо даже уничтожить их крошечные спутники. Еще более дикие и непредсказуемые союзы способны образовывать экзопланеты. Чтобы с ними познакомиться, давайте сначала полетим к горячим Юпитерам. Ученые обнаружили более 400 подобных планет. Чаще всего они больше газового гиганта Солнечной системы. Горячие Юпитеры, как и положено, вращаются вокруг обычных звезд. Казалось бы, ничего интересного в этих системах нет, если бы не один нюанс. Их можно назвать настоящими горячими спартанцами, которые способны выдержать невероятный экстрим. Гиганты путешествуют по пространству буквально в обнимку со своими звездами. Они должны давно сгореть дотла в огне светил. Однако горячие Юпитеры держатся как ни в чем не бывало, хотя и невероятно раскалены. Астрономы ломают головы над тем, как выживают эти пышущие жаром гиганты. Пока на этот счет существуют 2 отдельные гипотезы. Защитным барьером для планеты может служить магнитное поле родительской звезды, или красной чертой для горячего Юпитера является его пылевой диск. Между внутренним краем такого диска и звездой образуется щель, нейтрализирующая притяжение светила и его жар. Возьмем, к примеру, WASP-121b в созвездии Карма на расстоянии 850 световых лет от Земли. По радиусу гигант в 1,7 раза больше Юпитера, а по массе в 1,1 раза. Планета вращается так близко от звезды, что облетает ее всего за 30 часов, то есть в 68 раз быстрее, чем Меркурий и Солнце. Новый год обитатели фантастической планеты могли бы праздновать буквально через день и каждый раз преподносить друг другу дорогие подарки, ведь на горячем Юпитере, вероятно, льют драгоценные дожди. Частицы расплавленного железа, магния, хрома, ванадия, алюминия и титана создают на более прохладном, отвернутом от звезды полушарии металлические облака. В них алюминий конденсируется с кислородом. Его капли образуют рубины и сапфиры с примесями хрома, железа, титана либо ванадия. Затем, возможно, они выпадают в виде дождя. Только вот ни один инопланетянин этими сокровищами воспользоваться не сможет. Из-за близости к звезде WASP-121b раскаляется до 2000 градусов Цельсия. Так что существование белковой жизни на ней исключено. До недавних пор астрономы были уверены, что в экстремальной близости к звездам выживают лишь подобные WASP-121b, горячие Юпитеры. Однако в созвездии Скульптор был обнаружен ультрагорячий Нептун в тесном союзе со своим светилом. Чтобы познакомиться с этой необычной экзопланетой, мы отправимся на расстояние около 260 световых лет от Земли. Там находится звезда LTT-9779, похожая на Солнце. Вокруг этого светила вращается экзопланета LT-9779, которая превышает Землю по радиусу в 4,6 раза, а по массе в 29 раз. Таким образом, ее средняя плотность почти как у Нептуна. Предполагается, что экзопланета обладает газовой оболочкой, богатой водородом и гелием. Но самое интересное заключается в орбите небесного тела. Она проходит на расстоянии всего 2,5 миллиона километров. Раскаленный Нептун вращается так близко к своей звезде, что год на нем длится 19 часов,
а излучение светила разогревает планету до температуры более 1700 градусов Цельсия. При такой жаре тяжелые элементы, включая железо, могут испаряться в атмосферу. Пока астрономы не понимают, как атмосфера вообще могла сохраниться в такой жаркой среде. Орбита LT-9779b находится в так называемой пустыне горячих Нептунов, регионе вблизи звезды, где ранее обнаруживались лишь суперземли и горячие Юпитеры. Считается, что тело размером с Нептун на подобной орбите достаточно быстро должно лишиться атмосферы. Чтобы объяснить это несоответствие, астрономы уже выдвинули несколько гипотез. Согласно одной из них, изначально LT-9779b представляла собой более крупную и менее плотную экзопланету, которая в настоящее время лишилась части своей газовой оболочки. По другой версии, она лишь недавно мигрировала на свою нынешнюю орбиту. Впрочем, некоторые светила и на более солидном расстоянии опасны для своих планет. Мы знаем, что гигантские светила заканчивают свою жизнь взрывами сверхновых. Они высвобождают столько энергии, что вся галактика начинает ярко светиться. После подобного взрыва остаются лишь мертвые ядра, которые называют нейтронными звездами. Или, если предшественником было еще более массивное светило, то возникают черные дыры. Любые планеты, вращающиеся вокруг сверхновой, теоретически должны быть уничтожены взрывом. Однако, как ни странно, найдены несколько настоящих зомби-миров. Они загадочным образом пережили катаклизм и, как ни в чем не бывало, продолжают кружить по орбите. Ученые уже обнаружили планеты в системе пульсаров, которые являются разновидностью нейтронных звезд. Такие светила невероятно быстро вращаются с периодами от доли секунды до нескольких секунд. Это приводит к возникновению чрезвычайно интенсивных магнитных полей, в миллиарды раз превышающих земное. Магнитные поля поднимают вокруг пульсаров безумные ветры из высокоэнергетических частиц. Создается просто гибельная для их соседей среда. Быстрое вращение и сильные магнитные поля позволяют пульсарам посылать в космос импульсы электромагнитного излучения, причем во всех спектрах, начиная от радиоволн и заканчивая гамма-лучами. Радиационные выбросы пульсара происходят через регулярные промежутки времени, что является настоящим подарком для астрономов. И вот почему. Если у мертвого светила есть планета, оба небесных тела будут вращаться вокруг общего гравитационного центра. Это означает, что радиоизлучение станет периодически растягиваться и сжиматься по одному сценарию. Наблюдение за подобными сигналами позволило астрономам обнаружить планеты. Как они себя чувствуют рядом с пульсарами? В это трудно поверить, но просто бриллиантово. По крайней мере, если говорить об экзопланете PSR J1719-1438b. Она находится на расстоянии около 4000 световых лет от нас в созвездии Змеи, вращаясь вокруг очень резвого миллисекундного пульсара. Он обладает огромной плотностью и при массе в 1,4–1,5 солнечных достигает диаметра всего лишь около 20 километров. Его планета тоже совершенно необычная. Она аномально плотная, причем немного более массивна, чем Юпитер, а радиусом в 2,5 раза меньше нашего газового гиганта. Мы отправимся к этому миру, чтобы узнать его удивительную тайну. Вряд ли нам удастся заметить экзопланету издалека. Она очень темная, поскольку почти полностью состоит из углерода. И только подлетев почти вплотную к пульсару, мы сумеем различить ее в небе. Экзопланета облюбовала себе место практически вплотную к своей ужасной звезде. Она вращается в 95 раз ближе к пульсару, чем Меркурий к Солнцу, совершая полный оборот за 2 часа 10 минут. Как тут удержаться, не отметив, что Новый год в том мире длится практически бесконечно? И богат настоящими праздничными сюрпризами. Экзопланета, как мы говорили, в основном состоит из углерода, а также других тяжелых элементов. Благодаря такому составу она, вероятно, представляет собой сплошной гигантский алмаз. Откуда в небе могло взяться подобное чудо? Ученые высказали невероятную гипотезу его появления. Скорее всего, это бывший белый карлик,
с которого пульсар перетянул около 99,9% вещества. Осталось только сверхплотное ядро, которое превратилось в экзотическую планету. Нейтронные звезды могут быть чрезвычайно горячими, унося в себе остаточное тепло, оставшееся от сверхновой. На столь близком расстоянии от своего пульсара, вероятно, экзопланета очень раскалена. Неизвестно, удастся ли нам опуститься на ее поверхность. Но если мы сумеем это сделать, то будет что вспомнить. Прежде всего, мы совершим по этому алмазу просто бриллиантовое путешествие. Другие впечатления тоже будут ошеломляющими. Экзопланета купается в смертельном коктейле из рентгеновских лучей и заряженных частиц своей необычной звезды. Но ее небо будет темным, поскольку пульсар еле-еле светит в видимом диапазоне. Тогда чем может поразить нас этот мир вечной ночи? Он покажет фантастическое световое шоу, равного которому, возможно, нет во Вселенной. Небо на экзопланете вспыхивает разноцветными огнями полярных сияний, а два пучка света пульсара в противоположных направлениях мощными прожекторами пробивают тьму. После бриллиантового мира с его великолепными небесными фейерверками мы отправимся к пульсару PSR B1257+12. Его облюбовали сразу 3 экзопланеты. Мертвая звезда подает свой сигнал 161 раз в секунду, потому мы легко найдем ее на расстоянии 2300 световых лет от Земли в созвездии Дева. Пульсар получил название Лич, как злой живой мертвец в западном фольклоре, хотя он не кажется таким зловещим, поскольку вполне уживается со своими планетами. Драугр, первая из них, тоже названа в честь мифологического ожившего трупа, близкого к вампирам. Он всего лишь вдвое превышает массой Луну и считается наименее массивной планетой среди известных ныне. Из всей тройки Друагр ближе других экзопланет расположен к звезде и совершает оборот вокруг нее каждые 25 дней. Фобитор, наоборот, дальше всех от пульсара. Период его оборота по круговой орбите составляет 98 дней, а массой он примерно в 4 раза превышает Землю. Как живут эти удивительные миры? Температура Лича составляет почти 30 тысяч градусов Цельсия. Однако, если у Фобитора и Драугра есть атмосфера, она частично защищает эти планеты от жара и радиации звезды. К тому же они имеют мощные магнитные поля, которые позволяют электрическим током пронизывать пространство между ними и пульсаром. Виды в небе с поверхности этих планет мы тоже увидим великолепные. Драугр и Фобитор, вероятно, постоянно купаются в потрясающем свете мощного полярного сияния, похожего на наше северное. Однако больше пока о них выяснить ничего не удалось. Полтергейст или призрак – средняя планета, которая лучше всего изучена астрономами. И мы рискнем отправиться прямо в это логово зловещих потусторонних сил. Полтергейст вращается на расстоянии примерно 36 астрономических единиц от своего пульсара. Период его оборота по орбите составляет около 66 дней. Мы уже побывали на бриллиантовой планете, а если опустимся на Полтергейст, то попадем... Нет, не в сокровищницу призраков, а прямо на свалку. Астрономы считают, что эта экзопланета слеплена из космического мусора. После взрыва сверхновой в любой звездной системе летает множество клочьев, небесных тел. Из них в системе PSR B1257+12 со временем сформировались планеты второго поколения. Среди них был и Полтергейст. Этот гигантский космический пылесос втянул в себя невероятное количество небесного хлама. Образовалась экзопланета в 4 раза массивнее Земли, хотя меньше по радиусу. Предполагается, что при такой массе у маленького небесного тела должна быть твердая скалистая поверхность. Попав в этот мир, мы не ощутили бы угрозы. Однако Полтергейст очень коварен. Экзопланету постоянно топят ливни из ионов, которые вызваны влиянием пульсара. Такие условия смертоносны для всего живого. Кажется, ничто, кроме зомби, не может существовать в этом жутком уголке галактики. Но Полтергейст проявил свою запредельную сущность, и вскоре астрономы усомнились в озвученных прежде выводах.
Оказалось, несмотря ни на что, экзопланета может быть потенциально обитаема. Правда, лишь в случае, если имеет толстую и плотную атмосферу. Такая газовая оболочка в состоянии прикрыть ее поверхность от смертельных рентгеновских и гамма-лучей. И еще атмосфера способна снабдить полтергейст теплом, задерживая на поверхности часть излучения и ветер от пульсара. Обогрев, скорее всего, окажется достаточным, чтобы миллиарды лет поддерживать необходимые для сохранения жидкой воды температуры. Конечно, по сравнению с земной, радиация в том мире все равно окажется гораздо сильнее. Планета вряд ли является пригодной для известных нам высших форм жизни. А вот простейшие организмы – другое дело. На Земле есть бактерия Deinococcus radiodurans. Она может выдержать радиацию в 500 раз сильнее, чем человек. Возможно, подобные экстремальные организмы выживают на полтергейсте. Так что пульсары вполне лояльны в своих союзах с планетами. Но есть те, что по-настоящему опасны, причем даже для соседних звезд. Рентгеновская обсерватория НАСА Чандра зафиксировала группу светил, известных как пульсары-пауки. Они особо активные нейтронные звезды, настоящие космические убийцы, которые заманивают в паутину своей гравитации более слабые Солнца, а затем их уничтожают. Недавно, на расстоянии 17 700 световых лет от Земли, астрономы обнаружили 5 зловещих 18-миллисекундных пауков в шаровом скоплении Омега Центавра. Затем исследователи объединили эти данные с наблюдением 26 пульсаров пауков в 12 других шаровых скоплениях. С помощью этих исследований удалось много узнать об этих агрессивных космических зомби, как они расправляются со своими звездными союзниками. Пауки – особый класс миллисекундных пульсаров. Сильные звездные ветры, которые они создают, очень активно сдувают внешние слои их звезд-компаньонов. Существует 2 вида подобных пульсаров, которые различают в зависимости от размеров их жертвы. Первый из них, красные пауки, наносят вред звездам весом от 10-й части до половины массы Солнца. Второй тип, черные вдовы, расправляются с соседками массой менее 5% солнечной. Скорее всего, разница в массе жертвы связана с силой излучения пульсаров. Рентгеновские снимки красных пауков ярче, чем черных вдов. Они производят больше энергии, обладают более сильной гравитацией и поэтому, наверное, удерживают в зоне своего влияния массивные звезды. Пауки могут буквально испарить близкое к нам светило. Астрономы выяснили, что источником неизвестного излучения рентгеновских и гамма-лучей, исходивших от объекта PSR J2039-5617, является пульсар. Он находится в тесном союзе с обычной звездой и нагревает своим излучением одну сторону компаньонки. В результате она светится более ярко, приобретая голубой оттенок и постепенно испаряется. Кроме того, гравитационная сила ужасного паука нещадно растягивает звезду. Мертвое светило вращается вокруг своей оси со скоростью 377 оборотов в секунду. Процесс способствует образованию облаков заряженных частиц, поглощающих радиоволны. Это свойство оказалось особенно ценным для астрономов, дав им возможность обнаружить планету возле быстрого пульсара. Но что будет, если в космосе встретятся и будут кружить вместе 2 пульсара? Не перевернут ли они все в своем мире, устроив тотальный хаос? Давайте в этом разберемся, ведь подобные альянсы в космосе реальны. Правда, долгое время ученые находили только системы, в которой один компонент – пульсар, а другой – обычная нейтронная звезда. Однако недавно астрономам удалось познакомиться с союзами, где оба партнера – пульсары. PSR J0737-3039 – именно такая система. Оба ее пульсара отделены друг от друга расстоянием около 800 тысяч километров. Это всего лишь в 2 с небольшим раза дальше, чем от Луны до Земли. Партнеры мчатся по своим орбитам с безумной скоростью, разгоняясь примерно на 300 километров в секунду. Орбитальный период мертвых звезд составляет 2,4 часа, что является наименьшим показателем среди известных систем подобного рода. PSR J0737-3039A и B
пульсары, которые находятся на расстоянии 2000 световых лет от Земли, в созвездии Кормы. Оба компонента расположены необычайно близко друг от друга и имеют очень малый орбитальный период. Эта система также интересна тем, что видна нам с ребра, и астрономы могут исследовать пульсары с высочайшей точностью. В результате ученые косвенно подтвердили, что потеря энергии подобной системой происходит за счет излучения гравитационных волн, что предсказано общей теорией относительности. Из-за утраты энергии размер орбиты системы сокращается на 7 мм каждый день. Пульсары приближаются друг к другу и столкнутся приблизительно через 85 миллионов лет. Вероятно, после катастрофы они образуют черную дыру. Мы знаем, что черные дыры, самые мощные объекты в космосе, имеют плохую репутацию. Если какое-то небесное тело попадает в зону влияния подобного монстра, то его ждет верная смерть. Черная дыра, обладая ужасной силой гравитации, заглатывает любую материю вокруг себя. Казалось бы, вокруг страшных монстров местность должна быть пустынной и безжизненной. Однако на самом деле все не так. Пример тому мы найдем в собственной галактике. Окрестности сверхмассивной черной дыры Стрелец-А со звездочкой в центре Млечного Пути считаются очень неспокойным и опасным регионом. Монстр провоцирует там жуткий хаос, перемешивая, сталкивая и даже заглатывая небесные тела. И еще он заливает все вокруг жестким рентгеновским, ультрафиолетовым и другими видами излучения. Подобные условия препятствуют образованию звезд, а также их развитию. Но, как оказалось, это касается не всех светил. Очень близкую компанию Стрельцу-А со звездочкой составляет более 100 звезд, образующих так называемое S-скопление. У этих светил разная масса и яркость, но все они, как команда спринтеров, с невероятной скоростью мчатся по небу. С-4716, согласно новому исследованию немецких и чешских ученых, среди них чемпион. Эта звезда крутится по орбите как волчок со скоростью 8000 км в секунду, совершая полный оборот вокруг черной дыры всего за 4 года. Трудно было засечь столь быструю звезду, причем на небольшом расстоянии от черной дыры. Ученым удалось это сделать благодаря наблюдениям с помощью 5 наземных телескопов. По словам исследователей, дело также сильно осложняла другая звезда под названием С-2. Представьте, что в кинотеатре зритель на переднем месте заслоняет вам экран. То же самое проделывает звезда С-2. Она часто перекрывает собой центр галактики, и астрономы плохо видят, что там происходит. Но в некоторые моменты звезда не мешает просмотру, и ученым удалось воспользоваться одним из таких окон. Они выяснили, что звезда находится очень близко от черной дыры, на расстоянии примерно 100 астрономических единиц, то есть всего в 100 раз дальше, чем Земля от Солнца. Для сравнения, Нептун расположен примерно в 30 астрономических единицах от нашей звезды и делает полный оборот вокруг нее за 164 года. Благодаря изучению С-4716 исследователи больше узнали о жизни самых быстрых звезд в центре Млечного Пути. Буквально на пороге у черной дыры. Однако следует учесть, что светила не могут формироваться так близко к космическим монстрам. Скорее всего, они родились дальше от черной дыры, а затем приблизились к ней под воздействием других звезд и объектов S-скопления. Впрочем, все может происходить иначе. Долгое время ученые предполагали, что только старые звезды способны существовать за счет динамического трения вблизи сверхмассивной черной дыры. Однако в непосредственной близости от Стрельца-А со звездочкой были обнаружены очень молодые звезды. До сих пор не ясно, как они туда попали и где сформировались. Это явление исследователи назвали парадоксом молодости. Юная X3A, которое исследовали ученые Института астрофизики Кёльнского университета, входит в число таких небесных тел. Возраст звезды составляет всего несколько десятков тысяч лет. Возможно, она возникла в пылевом облаке, вращающемся вокруг гигантской черной дыры, а на свою текущую орбиту вышла лишь после формирования. Звезда отлично прижилась в том опасном регионе и даже каким-то образом сумела поживиться хорошей порцией материи.
X3A в 10 раз больше и в 15 раз тяжелее нашего Солнца. Но как ей удалось стащить столько пищи прямо из-под носа черной дыры? Оказывается, на расстоянии в несколько световых лет от Стрельца А со звездочкой существует область, которая отвечает условиям для звездообразования. Регион представляет собой плотное прохладное кольцо из газа и пыли, куда почти не проникает радиация дыры. Эта структура обладает огромной массой в сотни солнечных. В ней образовались горячие островки материи, которые X3A могла использовать для формирования. А возможно, колыбелью молодой звезды стало некое плотное облако, защищенное от гравитационного влияния и интенсивного излучения Стрельца А со звездочкой. Под действием собственной гравитации оно распалось на одну или несколько протозвезд. Это приблизительно соответствует возрасту X3A, которая в настоящее время эволюционирует в зрелую звезду. Правда, у ученых были сомнения насчет того, сколько лет X3A. Уж очень большую массу она набрала для подростка. Однако затем была обнаружена компактная околозвездная оболочка, вращающаяся вокруг X3A. Таким образом, юный возраст звезды был полностью подтвержден, а газово-пылевые облака признаны местом рождения молодых светил в центре Млечного Пути, несмотря на близость черной дыры Стрелец А со звездочкой. Сами черные дыры тоже могут держаться парами, образуя наиболее жуткие и дикие союзы во Вселенной. Одну тесную компанию под названием UGC 4211 астрономы обнаружили в 500 миллионах световых лет от нас. Там две черные дыры находятся всего в 750 световых годах друг от друга. Увидеть их удалось с помощью наземных обсерваторий, а также данных космического телескопа Хаббл. Обе сверхмассивные черные дыры продолжают расти, и астрономы связывают это в том числе со слиянием их массивных галактик. Процесс создает благоприятные условия для увеличения монстров. При сближении галактик потоки вещества легче преодолевают угловой момент, и черным дырам проще поглощать эту пищу. Но ничто не сравнится с другой парой черных дыр, которые находятся в ядре эллиптической галактики B2 0402 плюс 379. Объект удален от нас на 750 миллионов световых лет. Ученые иногда в шутку называют его ископаемым, оставшимся на месте бывшего галактического скопления. Вероятно, давным-давно несколько галактик слились в одну, образовав B2 0402 плюс 379. А сверхмассивные черные дыры создали там пару. Данные телескопа Gemini North на Гавайях позволили взвесить дыры в ядре этой галактики. Их общая масса оказалась рекордной – около 28 миллиардов солнечных. Обе дыры – непревзойденные колоссы, и пространство-время при их вращении вибрирует и изгибается в разных направлениях. Несмотря на бурную окружающую среду, монстры смогли образовать очень тесный и вполне мирный союз. Они, как предполагают ученые, кружат друг вокруг друга на расстоянии всего в 24 световых года. Это рекордный показатель сближения подобных объектов. После исследований супермонстры преподнесли астрономам еще один сюрприз. Оказалось, что их альянс существует примерно 3 миллиарда лет. Обычно компоненты двойной системы намного раньше заканчивают свои совместные пируэты, слившись в одну сверхмассивную дыру. В данном случае этого не произошло. И, как подозревают ученые, может вообще никогда не случиться. Танец черных дыр будет длиться вечно. Что придает силы двум космическим солистам? Во-первых, черные дыры, скорее всего, поглотили либо вытеснили из окружающего пространства все вещество. Это позволило обоим сохранить значительную часть углового момента и почти не тормозить в орбитальном движении. Во-вторых, каждый из монстров настолько огромный и массивный, что потеря энергии за счет выхода гравитационных волн у него мизерная. У ученых есть впечатление, что эта уникальная система обладает максимально высокой стабильностью. Пока два черных супермонстра почти идеально действуют в унисон друг другу, мы отправимся посмотреть союзы еще более грозных сил. Это квазары,
и невозможно представить, что какое-то отважное небесное тело рискнет с ними сблизиться или даже объединиться. Квазарами называют активные ядра галактик, в которых находятся сверхмассивные черные дыры. Это настолько быстрые и энергичные колоссы, что создают вокруг себя особую обстановку. Орбитальный газ и пыль вращаются вокруг них с такой яростью, что излучают свет на всех длинах волн. Магнитное поле мощной черной дыры улавливает частицы этого вращающегося диска и посылает их вдоль своих полюсов. Астрономы видят подобные гигантские струи в радиоволнах и рентгеновских лучах. Даже на больших расстояниях ядра активных галактик светятся подобно звездам, поэтому их называют квазизвездными радиоисточниками или квазарами. Их удивительно яркому свету трудно найти аналог в природе, и, казалось, квазарам суждена блестящая жизнь. На самом деле они сияют в небе недолго. Согласно новому моделированию, слишком активные черные дыры быстро убивают эти объекты и подавляют рождение новых звезд в родительских галактиках. Может ли какое-то небесное тело выжить в таком экстремальном союзе? Давайте спросим у одних из самых удивительных звезд Вселенной, отправившись к ним в гости. Мы издалека узнаем подобные светила, потому что их окружают загадочные газовые нити. Из-за этого звезды похожи на огромные небесные помпоны и называются помпонными. Странные украшения появились у них в результате партнерства с квазарами. Подлетев к ним ближе, мы попадем в ослепительную, полную энергии среду. Безумная гравитация вблизи сверхмассивной черной дыры квазара искажает пространство-время и создает колебания в межзвездном пространстве. Мощные струи частиц пылающими фонтанами вырываются изнутра монстра. Галактики с помпонными звездами сияют в миллион раз сильнее, чем, скажем, наша соседка Андромеда. С поверхности нашей планеты астрономы также наблюдают постоянное мерцание квазаров. Однако в нашем космическом путешествии мы подобного не увидим. Почему в межзвездном пространстве квазары перестанут мерцать? Астрофизики из Калифорнийского технологического университета и университета Мэнли изучали эти объекты с помощью радиотелескопа CSIRO в Австралии. Ученые увидели, как в радиодиапазоне квазар ПКС 1322-110 резко тускнеет, а потом вновь набирает яркость. Настолько яркое и мощное колебание света исследователи наблюдали впервые. Ученые объясняют, что в этом виновата атмосфера Земли. Например, звездный свет сталкивается с разными слоями колеблющегося воздуха, что заставляет его мерцать. То есть нам только кажется, что это делают сами звезды. Точно так же мы принимаем за мерцание квазаров потоки теплого газа в межзвездном пространстве, которые распространяют их радиосигналы. Но до сих пор было загадкой, что это за потоки и откуда они истекают. Первый раз астрономы заподозрили в этом звезды, когда с помощью 10-метрового оптического телескопа Кека на Гавайях наблюдали мерцание квазара ПКС 1322-110. Тогда ученые поняли, что объект находится очень близко к горячему светилу Спика. Позднее они припомнили, что рядом с раскаленной звездой Вега тоже мигает квазар J1819 плюс 3845. Две горячие звезды, два мерцающих квазара в тесном союзе. Что это? Просто совпадение? Дальнейшие исследования показали, что никакой случайности здесь нет. Команда астрофизиков из Калифорнии пересмотрела более ранние данные о J1819 плюс 3845 и еще одном ярко мерцающем квазаре ПКС 1257-326. Они обнаружили, что последний объект находится недалеко от горячей звезды Аль-Хаким. Подобные пары связаны некими загадочными структурами, длинными и тонкими. Команда предполагает, что из каждой раскаленной звезды, которая находится в тесном союзе с квазаром, выходит множество подобных нитей теплого газа. Они образуют вокруг звезд нечто вроде помпонов, шарообразных украшений из ниток или пряжи. А возможно, такие инструменты похожи на кометные образования в туманности Улитка. По мнению исследователей, они могут датироваться временем формирования звезд.
или даже более ранним периодом. Когда-то они были ледяными шариками из газа. Со временем ультрафиолетовое излучение квазара взорвало эти образования. В результате каждая из них образовала теплую газовую оболочку и длинный хвост, тянущийся далеко в космос. Но самые мощные космические союзы квазары образуют с галактиками. Это изображение Хаббла свидетельствует о паре таких соседей, которые сливаются воедино. Яркий центральный объект, сам квазар, расположенный на расстоянии нескольких миллиардов световых лет. Два огонька слева от центрального объекта являются остатками галактики, разрушенной взаимным гравитационным притяжением с квазаром. Астрономы тщательно изучили снимки Хаббла и обнаружили нечто неожиданное. Оказалось, что союзы квазаров с галактиками создают вокруг себя гораздо более жестокую и сложную среду, чем ожидалось. Она провоцирует галактические столкновения и слияния, а также разрушение различных небесных тел. Ученые решили исследовать 14 самых ярких ближайших квазаров, чтобы все лучше выяснить. Они надеялись обнаружить родительские галактики квазаров. К удивлению авторов исследования, снимки 8 не показали ярких родительских галактик, однако умеренно яркие были идентифицированы у 3 других объектов. Затем квазары без галактик еще раз поразили астрономов. Выяснилось, что у них есть галактики-компаньоны, причем оба объекта расположены настолько близко друг к другу, что сольются не более чем через 10 миллионов лет. Одну пару исследователи даже назвали «дымящимся ружьем», потому что в ней галактика искажена гравитацией квазара и находится с ним в фазе активного слияния. Ученые планируют проверить свои выводы во время наблюдений за другими активными ядрами галактик. Тем временем еще одна команда исследователей обнаружила яркие галактики вокруг 4 квазаров. Это показывает, что спутники зачастую почти такие же массивные, как и сами квазары. Трудно представить, какой энергетической мощью обладают подобные союзы и насколько яркие события, масштабные катастрофы они способны вызвать в космосе. Хотя если компаньонами окажутся 2 активных галактических ядра, то все может оказаться еще более грандиозным. Исследования астрономов Университета Иллинойса ищут такие союзы и уже достигли некоторых успехов. Однако, по оценкам ученых, на каждую 1000 квазаров в космосе приходится лишь 1 двойной. Квазары разбросаны по всей Вселенной, и найти эти пары все равно, что обнаружить иголку в стоге сена. По мнению исследователей, этих объектов было больше всего 10 миллиардов лет назад. Они решили обратить внимание на данный временной период и поискать двойные квазары ближе к краю Вселенной. Космический телескоп Хаббл действительно обнаружил очень близкую пару в 10 миллионах световых лет от Земли. Их выявили по легким колебаниям света, поскольку яркость каждого компонента различается. По словам исследователей, количество излучения зависит от графика питания черных дыр квазаров. Объекты, которые назвали SDSS J0749 плюс 2255, создали удивительно крепкий союз. Они движутся буквально плечом к плечу и находятся, скорее всего, в центрах сливающихся галактик. Двойную систему эти активные ядра составят предположительно через 220 миллионов лет. Наблюдения в оптическом, рентгеновском, ультрафиолетовом и радиодиапазоне позволили различить в SDSS J0749 плюс 2255 2 сверхмассивные черные дыры, разделенные расстоянием более 10 тысяч световых лет. Они активно поглощают вещество из своих галактик, массу которых астрономы оценили в 1000 солнечных. Сами дыры исследователи называют настоящими колоссами Вселенной, массой в миллиарды Солнц. Открытие столь древнего слияния поможет астрономам лучше понять, в каких условиях эволюционировали галактики, когда возраст Вселенной составлял 2-3 миллиарда лет, и еще в какой-то степени покажет будущее Млечного Пути. Нашу галактику ждет столкновение с соседней Андромедой. Во время слияния сверхмассивных черных дыр обоих объектов также может образоваться двойное активное ядро галактики. Но это дело далекого будущего.
Тем временем Млечный Путь уже вступил в немыслимый союз. Это гигантское кладбище звезд, которое обнаружили астрофизики Сиднейского университета. На космическом погосте покоятся трупы некогда массивных солнц, которые в конце жизни превратились в черные дыры или нейтронные звезды. Давным-давно они освещали нашу галактику, но после смерти были выброшены за ее пределы. Как такое могло произойти? Мы знаем, что звезды, более чем в 8 раз массивнее нашего Солнца, в конце концов взрываются сверхновыми. После этого остаются черные дыры и нейтронные звезды. Наша галактика существует 10 миллиардов лет, и за это время она должна просто кишеть миллиардами подобных мертвых звезд и черных дыр. Однако астрономы не находят их так много. В связи с этим они предположили, что минимум треть подобных объектов были выброшены в межзвездное пространство энергией сверхновых. Астрономы до сих пор не знали, где искать эти останки. Более молодые нейтронные звезды и черные дыры соответствуют устройству сегодняшней галактики, поэтому их места обитания примерно известны. Но самые старые возникли, когда молодая галактика имела другую форму. За миллиарды лет ее пространство подверглось сложным изменениям. Теперь звездные останки подобны призракам, обитающим в давно снесенном доме. То есть распределение их могил не будет совпадать с очертаниями нынешнего Млечного Пути. Эти космические фантомы очень трудно найти. Однако австралийским астрофизикам, похоже, все удалось. Они тщательно воссоздали полный жизненный цикл древних мертвых звезд и вычислили, где лежат их трупы. Ученые создали первую подробную карту звездного кладбища. На ней видно, что мертвые небесные тела окружают Млечный Путь. Эту территорию исследователи нередко называют галактическим подземным миром. По высоте он более чем втрое превышает Млечный Путь. Кроме того, до 30% его нейтронных звезд разогнаны взрывами сверхновых до безумных скоростей. Они летят настолько быстро, что в будущем навсегда покинут окрестности нашей галактики. Как оказалось, компактные остатки мертвых звезд показывают принципиально иное распределение и структуру среды, чем в видимой галактике. Несоответствие даже больше, чем ожидали ученые. Теперь исследователи будут разбираться в данном явлении. А для нас особенно важно, какое влияние оказывает подобное окружение на Млечный Путь. Согласитесь, оно ассоциируется у нас с чем-то недобрым и зловещим. К счастью, по мнению ученых, звездные зомби не выкачивают газ из нашей галактики и не разрушают ее каким-то другим образом. Возможно, в будущем астрономы найдут еще более дикие и немыслимые небесные союзы. Сейчас трудно спрогнозировать, какими они будут. Еще полвека назад никто не мог вообразить, что у астероидов есть спутники, а звезды живут буквально в нескольких шагах от смертельно опасных черных дыр. Эти альянсы расскажут астрономам еще много нового. Ученые надеются узнать все тайны диких союзов с помощью технологий будущего. В их число входит инфракрасный космический телескоп НАСА Нэнси Грейс, который готовится вывести на орбиту уже в 2026 году. Его зрение будет острее, чем у Хаббла. Благодаря телескопу исследователи планируют изучить 100 миллионов звезд и открыть в их системах 2500 экзопланет. Кроме того, обсерватория, вероятно, идеально подойдет для поиска далеких звезд возле черных дыр или двойных квазаров. Тогда мы узнаем удивительные подробности альянсов этих небесных тел в самых суровых регионах космоса. Это будет неповторимой страницей освоения Вселенной, особенно для нас, космических путешественников. Ведь мы обязательно совершим полет в такие невероятные места.